Всем привет! Сегодня сделаем с вами супер оригинальные броши. Ну что, поехали! Я купила деревянные заготовки. И чтобы понять, какие именно цвета я хочу использовать в каждой брошке, я их сфотографировала и открыла на iPad в программе SketchUp. Разукрасила рисунки так, как я хочу их видеть, и после следовала именно этому плану. Если вы тоже хотите так сделать, но не знаете как, я вам расскажу. Создаем новый слой и на новом слое рисуем контур каждой брошки, как сейчас я делаю с таксой. И после с помощью инструмента заливка заливаем каждую деталь своим цветом. И вот такой рисунок на планшете у меня получается. Кладу его рядом и приступаю к работе. Заготовки нужно еще немного усовершенствовать. У свитера я срезаю верхнюю петельку и зашкуриваю это место. В автобусе есть отверстие, которое мне не нравится. Я закрою его с помощью шпаклевки. Пока автобус сохнет, начну с таксы. Придерживаюсь тех цветов, которые я нарисовала на планшете ранее, и разукрашиваю таксу. Черной краской рисую такси-глазик. Кстати, это первый слой, будет еще второй и даже третий, чтобы глаз смотрелся более объемным. И отправляю ее сохнуть. А пока возьму свитер. Более мелкие детали на свитере, например, как здесь снежинки, я советую закрасить, а потом, когда свитер высохнет, нарисовать их.
Когда свитер высох, я рисую на нем снежинки. А также белой краской дополняю все остальные броши. И разукрашенные заготовки можно отправить высыхать. Я оставила их на 24 часа. Самое время покрыть наши заготовки эпоксидной смолой. В первую очередь обязательно наденьте перчатки. Да, работать в них очень неудобно, но по своему опыту скажу, каждый раз, когда я без перчаток в эпоксидной смоле буду вся. Я беру ювелирные весы и стаканчик, в котором буду замешивать. Отмеряю 10 грамм эпоксидной смолы. А также 4 грамма отвердителя. На 5 брошек у меня ушло примерно 10-11 грамм готовой смеси. Если у вас тоже такой объем работы, то можете изначально брать не 10 грамм смолы, а, например, 8. Но помните, различные фирмы эпоксидной смолы имеют свои соотношения эпоксидной смолы к отвердителю. У меня соотношение именно 10 к 4. У вас может быть, например, 1 к 2, то есть 10 к 5. Поэтому обязательно смотрите инструкцию. Я наливаю немного смолы на деревянную заготовку и с помощью силиконовой кисточки размазываю ее. Вот так получается. И теперь нужно убрать все пузырьки воздуха. Можно взять горелку, термофен, зажигалку. Я беру обычную спичку и прохожусь ею по поверхности. Иногда мне хватает и одной спички на всю брошь, но здесь мне понадобилось 3. Со свитером повторяю все то же самое. Вместо силиконовой кисточки можно использовать обычную апельсиновую палочку или зубочистку. Кстати, можно приклеить заготовку на стол с помощью двустороннего скотча, тогда она не будет скользить. Но мне нравится крутить и вертеть брошку, поэтому я не приклеиваю ее к поверхности. Немного вам залипательного видео, как пузырьки уходят с поверхности. С помощью спички убираем последние пузырьки воздуха и оставляем наши заготовки, вернее уже даже почти брошки, сушиться. Я оставила на ночь, мне этого вполне хватило, потому что слой заливки совсем маленький. И спустя ночь вот такая красота у меня получилась. Осталось дело за малым. Берем суперклей и приклеиваем основу для броши к самой броши. На большие брошки, на свитер и автобус я приклеиваю по 2 основы, а на остальные по 1. Этот суперклей держит, конечно, очень хорошо, но чтобы наши основы точно не убежали от брошек, я проклеиваю их с помощью фетра. Конечно, можно фетром покрыть полностью всю заднюю сторону, но я не считаю это нужным, потому что, во-первых, мои брошки не для продажи, а во-вторых, изнаночную сторону все равно не будет видно. И вот такая красота у меня получается.
Мне кажется, рюкзак сразу стал супер новогодний. Пишите в комментариях, какая брошка понравилась вам больше всего.